Небо над ущельем набухло тяжелой свинцовой мглой еще на рассвете. Дождь не прекращался третьи сутки. Он то переходил в моросящую серую взвесь, то обрушивался плотными стенами, размывая глинистые склоны, сбивая прошлогоднюю траву и превращая тихий каменистый ручей на дне оврага в ревущего грязевого монстра. Вода неслась с оглушительным гулом. Это была не просто вода. Густая, бурлящая жижа цвета сырой глины, смешанная с обломками веток, тяжелыми валунами и мусором. Поток вздымался пенными бурунами, с грохотом перекатывал донные камни и безжалостно слизывал береговую линию, подмывая корни редких кустарников. Посреди этой стихии, на плоском сером валуне, едва возвышавшемся над поверхностью яростного потока, стояла собака. Небольшой, покрытый грязными рыжевато-белыми пятнами пес, промокший до самых костей, казался маленькой серой точкой, затерянной посреди гигантского водоворота. Его шерсть слиплась от брызг и холодной дождевой воды, лапы мелко и судорожно дрожали от пронизывающего ветра и ледяных струй, которые то и дело захлестывали узкую каменную площадку. Пес не понимал, как оказался в этой ловушке. Он лишь помнил, как пытался перебежать знакомую тропу у воды, когда внезапный шум заставил его метнуться в сторону. Волна пришла мгновенно, отрезав путь назад, и единственным спасением оказался этот одинокий скользкий валун. Теперь стихия вокруг него вздымалась все выше. Каждый новый порыв мутного течения грозил сорвать его и унести в бурный круговорот, где шансов выжить не оставалось вовсе. Пес стоял, опустив хвост и вжав голову в плечи. Он не лаял и не скулил. У него не было сил даже на крик о помощи. Он лишь неотрывно смотрел на высокий обрывистый берег, где сквозь стену дождя высились силуэты строительной техники и недостроенных зданий. На верхней кромке склона кипела стройка. Для рабочих этот день был тяжелым. Непогода заставляла работать с предельной осторожностью. Тяжелая техника вязла в размокшем грунте, а металлические конструкции скользили в руках. Один из рабочих, поправляя ярко-желтую защитную каску, случайно подошел к краю насыпи, чтобы оценить состояние водоотводного канала. Взглянув вниз, в самое жерло клокочущего русла, он замер. Среди серого хаоса пены и волн выделялся неподвижный силуэт. «Эй, парни, сюда, скорее!» — крикнул он, перекрывая гул реки и мерный рокот двигателей. К нему тут же подошли двое коллег в плотных рабочих робах. Внимательно вглядевшись в бурлящую муть, они обомлели. Маленькое существо на камне было уже наполовину окружено поднявшимся уровнем воды. До полного затопления валуна оставались считанные сантиметры. «Он же не удержится. Еще несколько минут, и его смоют», — глухо произнес один из них. Спуститься по крутому, осыпающемуся глинистому склону пешком было невозможно. Человек моментально сорвался бы вниз и оказался во власти течения, глубина и скорость которого не оставили бы шансов даже опытному пловцу. Обычные веревки или шесты тоже не дотягивались, расстояние до середины русла было слишком велико. Пока другие растерянно переглядывались, высокий рабочий по имени Луис молча повернулся в сторону площадки, где стоял тяжелый автокран. Его мощная телескопическая стрела возвышалась над объектом. Рядом на земле лежала прочная металлическая строительная емкость, тяжелая бадья, предназначенная для подъема бетона и строительного мусора. «Мы снимем его краном», — твердо сказал Луис. «Ты с ума сошел?» — возразил напарник. «Там течение бешеное, если бадью раскачает или трос заклинит. Другого пути нет. Живо цепляйте емкость к гаку и зовите крановщика. Я спущусь сам». Спорить не было времени. Каждый понимал, на кону жизнь беззащитного существа, для которого они — единственная надежда в этом мире. Крановщик быстро занял место в кабине. Трос натянулся, зазвенел под нагрузкой, и массивная бадья плавно оторвалась от раскисшей земли.
Луис надел страховочную систему, закрепил карабины за основные стропы и уверенно перешагнул через металлический борт, устроившись внутри бочки так, чтобы ноги оставались снаружи, готовые спружинить при ударе о скалу или воду. Стрела крана дрогнула, медленно развернулась в сторону ущелья и поползла вперед. С земли казалось, что человек в желтой каске завис между небом и разбушевавшейся стихией на тонкой нити. Под ним разверзлась ревущая пропасть. Чем ниже опускался трос, тем сильнее ощущалась ярость потока. Лицо Луиса обдавало холодными брызгами, грохот воды заглушал любые звуки, а ветер норовил раскрутить подвесную конструкцию. Оператор крана работал ювелирно. Его руки чутко лежали на рычагах. Малейшее резкое движение могло ударить подвешенную емкость о скалу или сбить собаку с ее шаткого островка. Сантиметр за сантиметром стрела выдвигалась над руслом, опуская Луиса прямо к центру бурлящего потока. Пес увидел приближающуюся сверху громаду. Для него огромный металлический цилиндр, спускающийся с небес под визг тросов, выглядел новой, еще более пугающей угрозой. Он весь сжался в комок, шерсть на загривке встала дыбом, а в глазах читался первобытный ужас. Когда бадья зависла в полуметре над поверхностью воды, нижний край емкости коснулся волны, подняв веер грязных брызг. Поток с силой ударил по металлу, заставив конструкцию опасно качнуться. Луис держался одной рукой за толстый трос, а другую протянул вперед, пытаясь дотянуться до валуна. «Тихо, малыш, тише, я здесь, не бойся», — говорил он мягко и спокойно, хотя понимал, что шум реки поглощает каждое слово. Пес метался. С одной стороны была ревущая глубина, готовая поглотить его при малейшей ошибке. С другой — незнакомый человек в яркой каске, тянущий к нему руки из парящего железного чана. Инстинкт самосохранения кричал собаке бежать, но бежать было некуда. Луис скомандовал жестом крановщику подать стрелу чуть ниже и левее. Бадья подошла почти вплотную к камню. В этот момент собака от страха сделала шаг назад, оступилась, и ее задние лапы соскользнули в холодную воду. На долю секунды показалось, что течение утянет ее под валун. Пес отчаянно заскреб когтями по мокрому базальту, чудом удержав равновесие, и в этот критический миг посмотрел прямо в глаза человеку. Страх отступил перед желанием жить. Луис не стал медлить. Высунувшись из бадьи, насколько позволяла страховка, превозмогая встречный напор ветра и ледяные брызги, он крепко ухватил собаку за холку и под грудь. Пес не зарычал и не попытался укусить. Он прижался всем своим дрожащим телом к грубой промокшей ткани рабочей куртки. «Держу!» «Поднимай!» — изо всех сил крикнул Луис, подняв свободную руку вверх. Крановщик мгновенно отреагировал на сигнал. Лебедка натянулась, двигатель взревел, и бадья с человеком и спасенным псом медленно оторвалась от бурлящего потока. Луис бережно пересадил собаку внутрь емкости, крепко прижимая ее к себе обеими руками, чтобы она не выпрыгнула от головокружения или испуга. Пес уткнулся мордой в его плечо, продолжая мелко дрожать, но в его позе уже не было прежнего напряжения. Он чувствовал тепло человеческих рук и понимал, что смертельная опасность осталась внизу. Стрела крана плавно поднимала их все выше над пропастью, описывая широкую дугу над зелеными склонами и бетонными конструкциями. Внизу осталась бешеная бурлящая река, потерявшая свою добычу. Когда бадья, наконец, мягко опустилась на твердую землю строительной площадки, остальные рабочие бросились вперед. Кто-то помог Луису выбраться, кто-то сразу же принес сухое полотно и старую теплую куртку, чтобы укутать мокрого, замерзшего пса. Оказавшись на безопасной земле, спасенный пес несмело ступил всеми 4 лапами на твердую поверхность, отряхнулся от грязных капель и тихо завилял хвостом, переводя благодарный взгляд с одного человека на другого. Среди тяжелых будней, монотонного бетона и суровых строительных механизмов произошло настоящее маленькое чудо.
Люди, не раздумывая рискнувшие собственной безопасностью ради спасения одной маленькой жизни, доказали: даже посреди самой разрушительной стихии человеческая доброта, решительность и сострадание всегда остаются нерушимой опорой.